Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня поработаем в очень интересной технике. Многие рукодельницы выбрасывают такие маленькие остаточки, а кто-то использует их для пиццы. А я решила отложить эту мелочь в маленькую коробочку в надежде, что когда-нибудь пригодится. Час настал. Размер кусочков примерно 2-5 сантиметров. Достаем свои крошки и начинаем сшивать. Сначала соединяем лоскутки попарно. У меня обрезки разной формы. Есть прямоугольники, но есть и очень много треугольников. Техника работы состоит в том, что сначала сшивают вместе два лоскутка, а потом к ним присоединяют еще и еще. Когда сшитый фрагмент становится достаточно большим, например, с ладонь, его нужно обрезать. При этом блоку можно придать либо произвольную форму для дальнейшего свободного наращивания, либо четкую геометрическую форму – квадрат, прямоугольник, полоску. После этого из полученных блоков можно собрать практически любые изделия, от прихваток и лакомников до покрывал и панно. Но у меня, видимо, рука уже заточена на прямые линии и четкие геометрические формы. У отшитых деталей отрезаем лишнее и сразу придаем им форму квадрата. Хорошо шить из прямоугольных деталей. Они отлично собираются в более крупные формы. После небольшого подравнивания из них можно собирать уже детали побольше. Таким образом продолжаем увеличивать наше полотно. Размер получился не очень большой, но у нас есть полоски, оставшиеся после других проектов. Не будем мелочиться, пришьем как есть. Держите меня семеро. Знаете, сколько работаю с лоскутками? Поняла, что вот такое шитье без правил, как Бог на душу положит, самое интересное. Заготовку доведем до ума. Сделаем сэндвич. Ткань для обратной стороны, утеплитель, красивая лоскутная часть. Зацепим их английскими булавками. Стежку сделаем самую простую, прямыми линиями. Но строчку выставим декоративную, трикотажный шов. Он дает плавную изогнутую линию. Шить начинаем с центральной части. Доходим до нижнего края, нитки обрезаем и опять начинаем сверху. У меня нашлась декоративная тесьма вьюнок, и что-то мне подсказывает, что если я ее сюда пришью, то мне будет красиво. Готовую салфетку подровняем и отрежем все лишнее. И остается только обработать края бейкой.
прямой полоской ткани шириной 4 см. Сначала пришиваем к лицевой стороне. Потом отгибаем, дважды подгибаем и прокладываем строчку. И получилась у нас замечательная салфетка ланчмат. У нас в семье есть отдельные личности, не будем показывать пальцем, которые любят пить чай с печеньками рядом с компьютером. А здесь, если что-то прольется, то никто не пострадает. Иногда подписчики спрашивают: ну и куда это? Зачем это шить? Объясняю. Для удовольствия. Радостно сшить вместе ненужные лоскутки и получить интересную вещицу. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то скандалит с окружающими, кто-то просто бесцельно пялится в телефон. А почему-то именно трудолюбивые рукодельницы вызывают массу нареканий. И да, шитье – это единственная зависимость, за которую не бывает стыдно. Поэтому, дорогие мои, ставьте классы, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на все мои площадки. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!